Я живу в доме, который сам по себе уже является памятником советской эпохи и, если честно, хранителем чужих тайн. Панельный гигант, где соседи знают о тебе больше, чем твои дальние родственники. И вот в этом самом доме, на третьем этаже, прямо подо мной, жил он. Сосед. Назовем его Родион Петрович. Родион Петрович был не просто чудаком, он был эталоном отчужденности. Мужчина лет 60, если судить по седине, но двигался он так, будто ему лет 40. Слишком уж цепко, слишком тихо. В подъезде нашем все друг друга знали, обменивались новостями про цены на гречку и про то, как управляющая компания опять не чистит двор. А Родион Петрович проходил мимо, словно стена, и единственный звук, который от него исходил, это был скрип его старых, но удивительно ухоженных кожаных ботинок. Я, Вера Степановна, человек любопытный, но не злонамеренный. Сперва списывала его странности на возраст и, возможно, на одиночество. Он никогда не выносил мусор в положенное время. Мусорный бак у нас стоял под окном кухни, и я приметила, если я выхожу выкинуть очистки от картошки после ужина, часов в 8, то Родион Петрович появится минут через 20, когда уже все стихнет. И не просто появится, а выскользнет из двери, как тень, быстро оглянется и также быстро вернется. Но самое странное началось с запахами. У нас в вентиляции, как известно, гуляет вся жизнь дома. Сквозь эту решетку я знала, что соседка Галя с пятого жарит котлеты, а семья инженеров с первого вечно топит что-то в кастрюле. Но от Родиона Петровича пахло иначе. Это не был запах готовки. Это был густой тягучий аромат, который проникал в квартиру между 2 и 3 часами ночи. Сначала я думала, благовония, которые сейчас модно использовать. Ладан, может быть, или что-то восточное. Но этот запах был более едкий, с примесью чего-то металлического и землистого. Как будто кто-то выкопал что-то очень древнее и забытое и принес это в квартиру. Я, конечно, поделилась этим с Валентиной Николаевной с первого этажа. Валентина Николаевна– наш местный информационный центр. Она знает, кто кому должен денег с 90-х годов. «Валя, ты не замечала, как от Родиона Петровича пахнет по ночам?» — спросила я как-то, когда мы стояли у почтовых ящиков. Валентина Николаевна поправила очки, недоверчиво прищурившись. «От этого чудака? А чем пахнет, Вера Степановна? У него, говорят, кота нет. А у меня, ты знаешь, собака. Она на странные запахи реагирует. Так вот, моя жужа на него даже не гавкает. Просто смотрит и отворачивается. Может, он старые тряпки жжет? У него же там, говорят, склад какой-то. Тряпки не пахнут медью, Валя. И не пахнут так, будто ты стоишь возле старой могилы». Валентина Николаевна заметно побледнела. «Ты что, Вера Степановна, такое говоришь? У нас же тут не деревня, чтобы о покойниках шептаться». Вот так я поняла, что сама должна вести расследование. Дело в том, что Родион Петрович никогда не выходил на улицу днем. Я видела его только рано утром, когда он шел на работу, но это было так редко, что я сомневалась, работает ли он вообще. Он носил всегда один и тот же темный плащ, даже в теплую погоду, а под ним казалось что-то объемное. Я стала прислушиваться. Моя спальня находится ровно под его гостиной. И вот тут начиналось самое завораживающее и жуткое. Около полуночи, когда весь наш третий этаж уже видел 10-й сон, начинались странные звуки. Это не было похоже на обычную жизнь. Ни телевизора, ни музыки, ни шагов по паркету. Как у нас, когда сын вечером смотрит свои эти модные передачи. Это было ритмично. Тук, тук, пауза. Тук, тук, тук. Словно кто-то очень медленно и методично забивал гвозди. Но не в дерево. Звук был глухой, как будто он работал с камнем или толстым металлом. И он длился часами. Иногда к этому ритму примешивался звук, похожий на пересыпание чего-то сыпучего, крупного. Песок? Нет, слишком гулко. Однажды, не выдержав, я решила поговорить с ним напрямую. Это было в субботу, около 6 вечера. Я надела свой лучший кардиган, взяла банку варенья из черной смородины, идеальный повод для визита. Я поднялась на третий этаж. Дверь Родиона Петровича была массивная, из темного дерева, без глазка. Я постучала 3 раза, вежливо, но настойчиво. Тишина. Я постучала еще раз. «Родион Петрович, это Вера Степановна, из квартиры ниже. Я вам варенье принесла, да и спросить хотела кое-что». Дверь не открылась, но я почувствовала, что он дома. Я буквально ощутила его присутствие за этой толстой преградой. И тут я услышала с той стороны тихий, сухой шепот. Он звучал так, будто человек говорит, зажав рот рукой. «Уходите, Вера Степановна, у меня нет времени на угощение». Голос был низкий, с хрипотцой,
но при этом идеально поставленный, как у лектора. «Да что у вас там такое, Родион Петрович? Вы же всю ночь стучите. Соседи жалуются, я сама не сплю», — решила я надавить. Наступила долгая пауза. Затем шаги. Дверь не открылась, но я услышала, как он отодвинул щеколду. «Стучу? Я ничего не стучу. Это вибрации от трамвая, который ходит в другом районе. Вы ошибаетесь, Вера Степановна. У меня тишина, и я люблю тишину. Но я же слышу, и этот запах...» Тут он перебил меня, впервые повысив голос, хотя и не крича. Это был приказ. «Уходите и не приходите больше. Это не ваше дело, чем я занимаюсь в своем доме. А варенье оставьте на коврике. Я его выброшу». Я стояла ошеломленная. Выбросит? Смородиновое варенье, которое я варила 3 дня? Я положила банку, стараясь не показать страха, и поспешила вниз. После этого инцидента я начала вести дневник. Я фиксировала все: время, звуки, запахи, и вот что я поняла о его ночной деятельности. Догадка первая. Он что-то плавит или отливает. Тот металлический запах и ритмичные удары наводили на мысль о кузнице или литейной мастерской. Но в нашей квартире не должно быть ничего подобного. Соседи снизу, семья Смирновых, молодая пара, которая вечно ссорится, никогда не жаловалась на жару или дым. А Родион Петрович, если он плавит, должен был бы плавить что-то очень специфическое. Не просто медь, металл, который издает такой низкий резонирующий звук. Однажды я взяла свой старенький стетоскоп, который остался мне от отца-врача, и приложила его к полу. Я легла на живот, прижав ухо к паркету, и стала ждать. Ровно в час ночи началось. Звук был не просто стук, это был вибрационный гул. И я услышала, как будто что-то тяжелое перекатывают по полу, а затем короткий, резкий, шипящий звук, будто что-то очень горячее соприкоснулось с водой. И запах, который усилился даже через толщу перекрытий, был отчетливо серным. «Сера? Он что, алхимик?» – прошептала я в темноту. Догадка вторая. Он общается с кем-то, кто не здесь. Самые странные звуки были не ритмичными, а вокальными. Это происходило примерно раз в неделю, ближе к рассвету, между 4 и 5 утра. Это не был плач и не пение. Это были многоголосые, но очень тихие звуки, похожие на перекличку. Они не складывались в слова, но в них была какая-то интонация, призыв. И каждый раз после этой переклички Родион Петрович выходил на балкон. Наш дом старый, и балконы у нас узкие, с коваными перилами. Я прислонилась к стене своей лоджии, которая находилась рядом с его. Была полная луна. Я увидела его силуэт. Он стоял неподвижно, руки вытянуты вперед, ладонями вверх. И в этот момент я увидела, как над его ладонями что-то мерцает. Это не было похоже на электричество. Это было похоже на скопление светлячков, но они были синевато-зеленого цвета и двигались не хаотично, а сплетались в некие узоры. Они держались над его руками секунд 30, а потом резко исчезали, словно их втянуло в темноту небо. Я помню, как вцепилась в перила, чтобы не закричать. Я не могла объяснить это ничем, кроме как общением. Он что-то вызывает, и оно приходит. На следующий день я встретила нашего дворника, деда Егора, который помнил еще строительство этого дома. Я решила действовать осторожно, через общие темы. «Егор, скажи, вот Родион Петрович, он давно тут живет?» Егор, который как раз метлой сгребал осеннюю листву, почесал затылок. «О, этот? Он тут с тех пор, как я сам сюда переехал, лет 30 будет. А может и раньше. Только он раньше не жил, а отбывал. Так говорили». «Отбывал? В каком смысле?» Егор понизил голос до заговорщицкого шепота, хотя вокруг никого не было. «Да тут слухи ходили, Вера Степановна. Говорили, он был не просто инженер, как он сейчас говорит. Он был специалист по старой технике, очень секретной. Вроде как что-то с радиоволнами и дальними объектами связано было. А потом его отстранили, и он ушел на покой сюда. Но, говорят, он так и не бросил свои штуки». «Штуки?» «Ну, эти его разговоры с дальней связью. Понимаешь, у него же антенна на крыше стояла, до сих пор стоит, только он ее замаскировал под спутниковую тарелку. Антенна — это, говорят, не для телевидения. Она старая, военная, еще с тех времен, когда они хотели с марсианами связаться. Эта информация перевернула все мои представления. Старая военная техника, сера, металлы, ночные призывы. Догадка третья. Он не колдун. Он перегруженный связист.
Я начала думать, что Родион Петрович не варит зелья, а пытается наладить контакт с чем-то, что находится очень далеко. А запахи и звуки– это побочные эффекты его экспериментов. Я вспомнила, как он выглядел, когда я постучала в дверь. Его лицо было бледным, глаза расширены. Он не был напуган, он был истощен от напряжения. Я решила рискнуть еще раз. На этот раз я принесла не варенье, а старый, еще советский, ламповый приемник, который на даче нашел сын. Он не работал, но я знала, что в нем есть детали, которые могут быть интересны человеку, работающему со старой техникой. Я снова поднялась к нему, но не стучать. Я просто стояла у двери и ждала. Прошла минута, две, и тут я услышала, как он тяжело вздохнул, словно только что закончил долгую работу. Я тихонько положила коробочку с деталями к порогу и отошла на пару ступенек вниз, делая вид, что смотрю на стенгазету. Через минуту дверь приоткрылась. Родион Петрович выглянул, его глаза были красными, но в них горел странный лихорадочный огонек. Он огляделся, увидел коробку и быстро, почти незаметно, втянул ее внутрь, закрыв за собой дверь. Я не ушла. Я простояла там минут 10, надеясь на еще один разговор. И он состоялся, но не так, как я ожидала. «Вера Степановна!» Его голос был уже не сухим, а полным негодования и усталости. «Да, Родион Петрович. Зачем вы это сделали? Вы понимаете, что вы только что внесли в мою лабораторию. Я думала, вам могут пригодиться эти детали». Я говорила тихо, стараясь не спугнуть. Мой сын сказал, это старые конденсаторы. «Конденсаторы! Вы думаете, я тут чайники чиню?» Он выдохнул, и я услышала, как он прислонился к двери изнутри. «Вы не понимаете, что происходит, когда вы вмешиваетесь в настройку. Они реагируют на любой посторонний шум, на любое чужеродное излучение. Я 3 недели выводил частоту, чтобы сбить помехи от вашего нового роутера, а вы мне тут